Всем добрый вечер. Сегодня мы отправимся в удивительное путешествие по миру древних чудес. Услышим историю 7 чудес света. Рассказ, который окунет вас в волшебный мир прошлого, где каждый камень, каждая колонна и каждая статуя хранят в себе тайны, величие и красоту человеческого гения. Позвольте себе расслабиться, устроиться поудобнее, закрыть глаза и погрузиться в эту удивительную историю. Пусть ее слова сопровождают вас в тихой, мягкой тишине, унося в мир величия, гармонии и мечты. Всем приятного прослушивания и спокойной ночи. Первым чудом света была Великая пирамида в Гизе, колоссальный памятник человеческой изобретательности и вечности, воздвигнутый на берегу Нила. Она стала символом стремления человека к бессмертию и знаниям, соединяя землю и небо в грандиозном архитектурном творении. Великая пирамида — единственная из 7 чудес древнего мира, сохранившаяся до наших дней. Ее величественные контуры видны издалека, словно устремленные к солнцу стрелы. Огромные каменные блоки, из которых построена пирамида, поражают размерами. Каждый весит несколько тонн, а всего их насчитывается более 2 миллионов. Камни уложены так идеально, что между ними невозможно вставить лезвие ножа. Пирамида не просто гробница, это символ гармонии и инженерного гения древних египтян. Строительство приписывают фараону Хуфу, правившему в 4-й династии. Возведение такого грандиозного сооружения требовало десятилетий труда тысяч людей, которые работали с точностью и преданностью, словно выполняя ритуал. Пирамида была создана не только как усыпальница, но и как символ силы и божественного покровительства фараона, его места в космосе и на Земле. Внутри пирамиды находятся сложные коридоры и камеры, тщательно спланированные для защиты саркофага фараона. Центральная камера царя построена из гранита и предназначалась для хранения тела Хуфу и его атрибутов власти. Стены камер, словно молчаливые хранители времени, до сих пор сохраняют атмосферу загадочности и величия. Особое внимание привлекает точность ориентации пирамиды. Каждая грань направлена точно на север, юг, восток и запад. Это свидетельствует о глубоком понимании египтянами астрономии и геометрии. Пирамида словно соединяет Землю с космосом, напоминая о тесной связи человека с природными циклами и вечностью. Высота пирамиды изначально достигала около 146 метров, делая ее самым высоким искусственным сооружением мира на протяжении тысячелетий. Верхушка, когда-то покрытая полированным известняком, сверкала на солнце, отражая свет и сияя на многие километры вокруг. Пропорции и геометрия пирамиды создают ощущение гармонии и совершенства, символизируя стремление человека к вечности. Архитектура пирамиды — это символический язык древних мастеров. Каждая грань и каждый блок несут значение, связанное с мифами о богах, загробной жизнью и стремлением к бессмертию. Пирамида олицетворяет священную гору, через которую фараон соединяется с богами. Сегодня Великая пирамида в Гизе — часть всемирного наследия. Миллионы людей приезжают увидеть ее, ощутить величие цивилизации, которая смогла создать нечто, поражающее воображение через тысячелетия. Пирамида напоминает о стойкости человеческого духа, о стремлении к знаниям и возможности создавать вечные чудеса. Первое чудо света, Великая пирамида, остается памятником человеческой мысли, труда и стремления к вечному. Ее размеры, точная геометрия и символическое значение делают ее не только архитектурным шедевром, но и живым напоминанием о том, что человек способен оставлять в мире следы, вдохновляющие поколения еще тысячи лет. Вторым чудом света были висячие сады
Семирамиды — удивительное сочетание человеческой изобретательности и силы природы, созданное в Вавилоне на берегах великой реки Евфрат. Эти сады, овеянные легендами, представляли собой оазис среди жаркой пустынной местности, символ гармонии человека и природы. Они были возведены по приказу царицы Семирамиды, чтобы угодить своему мужу, царю Навуходоносору II, и создать место, где правитель мог наслаждаться красотой и прохладой среди зелени, цветов и водопадов. Сады поднимались на террасах, образуя многоярусную конструкцию, где каждая ступень была устойчива и одновременно украшена растениями. Каменные террасы поддерживали почву, на которой росли деревья, кустарники и цветы. Из-под них свисали лианы и плоды, создавая впечатление, что сама земля парит в воздухе. Этот эффект висячей природы стал символом уникальной гармонии инженерного искусства и живой флоры. Вода, поступавшая из Евфрата, поднималась на верхние ярусы при помощи сложных механизмов. Каналы и подъемники обеспечивали равномерное орошение, создавая прохладу и позволяя растениям процветать даже в жарком климате. Потоки воды струились по террасам, образуя маленькие фонтаны, водопады и пруды. Журчание воды сочеталось с ароматами цветов, создавая впечатление оазиса, полного жизни и спокойствия, где каждый звук усиливал ощущение гармонии. Каждый ярус садов был тщательно спланирован с точки зрения эстетики и функциональности. Цветущие деревья и кустарники сменяли друг друга, создавая сложные комбинации оттенков и текстур. Ароматы жасмина, роз, цитрусовых и других растений наполняли воздух, делая прогулку по саду не только визуально красивой, но и чувственно насыщенной. Листья и плоды создавали тень и прохладу, фрукты и ягоды — свежесть и питательность. Архитектурные элементы сочетались с зеленью. Арки, колонны, скульптуры и террасы создавали ощущение единого пространства, где искусство и природа сливались. Террасы казались парящими в воздухе, а лианы и ветви создавали визуальный поток, объединяя разные ярусы в единую композицию. Каждая деталь была продумана, чтобы восхищать и вдохновлять. История висячих садов окутана легендами. Точное их расположение и существование вызывают вопросы, так как археологических доказательств почти не сохранилось. Тем не менее, описания древних историков позволяют представить их величие. Сады были не только архитектурным и инженерным достижением, но и символом власти, гармонии и изысканности культуры Вавилона. Висячие сады демонстрировали возможности цивилизации, показывая, как человек способен создать оазис в пустыне. Они вдохновляли поэтов, художников и архитекторов, стали эталоном красоты, примером того, как можно сочетать природу и искусство. Каждый ярус, каждый камень и каждая ветка были частью грандиозного замысла, цель которого — создать пространство, где жизнь, красота и гармония соединяются в едином ритме. Сады имели не только эстетическое значение, но и культурное. Они символизировали власть, заботу о гармонии и стремление человека к совершенству. Они были местом отдыха, вдохновения и умиротворения, где природа и цивилизация существовали в идеальном балансе. Вода, тень, аромат и зелень создавали неповторимую атмосферу, которая оставалась в памяти тех, кто приходил сюда, надолго вдохновляя воображение. Хотя до наших дней висячие сады физически не сохранились. Их величие живет в легендах, литературе и искусстве. Они остаются символом человеческой способности создавать чудеса, гармонично объединяя природу, архитектуру и инженерное мастерство. Это место, которое словно парит над историей, вдохновляя поколения открывать свои пути к красоте,
гармонии и совершенству. Второе чудо света — висячие сады Семирамиды — это памятник человеческой изобретательности, стремлению к красоте и гармонии. Они напоминают о том, что человек способен создавать оазисы жизни в любых условиях, превращая пространство в произведение искусства и соединяя природу с цивилизацией. Висячие сады продолжают жить в воображении людей, оставаясь символом мечты о гармонии, изысканности и величии человеческого гения. Третьим чудом света был храм Артемиды в Эфесе, величественное сооружение, созданное в честь богини охоты, плодородия и природы, одного из центральных божеств древнегреческого пантеона. Этот храм, возведенный на территории современной Турции, был не просто религиозным центром, но и символом культурного величия, архитектурной изысканности и человеческого стремления к совершенству. Величие его размеров, красота форм и гармония деталей поражали и поражают воображение тех, кто сталкивается с его историей. Храм Артемиды в Эфесе, по описаниям историков античности, был одним из крупнейших сооружений своего времени. Его длина превышала 120 метров, ширина — более 50, а высота колонн достигала 18 метров. Стройные мраморные колонны, украшенные резьбой, поддерживали массивную крышу, создавая впечатление легкости и воздушности, несмотря на колоссальные размеры здания. Каждая колонна была словно живая, устремленная к небу, и вместе они образовывали гармоничный ритм, впечатляющий своей точностью и красотой. Возведение храма потребовало невероятного мастерства и труда многих поколений архитекторов, резчиков, каменотесов и строителей. Мрамор, используемый для колонн и стен, был тщательно обработан, чтобы отражать свет и создавать ощущение прозрачности и воздушности. Стены и потолки украшали рельефы и скульптуры, изображающие сцены из мифологии, подвиги богини Артемиды и эпизоды из жизни людей, приносящих ей честь и поклонение. Храм был центром духовной жизни Эфеса. Он выполнял не только религиозные функции, но и служил местом собраний, культурных мероприятий и празднеств. Паломники со всех уголков древнего мира приходили сюда, чтобы поклониться богине, оставить дары и испытать благословение. Внутри храма царила особая атмосфера, легкий шум от шагов по мраморному полу, отражение света на скульптурах и колоннах, запах масла и благовоний создавали ощущение сакрального пространства, где человек ощущал связь с божественным. Особое значение имела художественная отделка храма. Колонны украшались резьбой, изображающей сцены из мифов и легенд. Скульптуры богини Артемиды и ее священных животных, выполненные с высокой точностью и реализмом, придавали храму неповторимую атмосферу величия и гармонии. Каждая деталь, каждая линия была продумана, чтобы создать ощущение идеального пространства, в котором красота и порядок соединяются с духовным смыслом. Величие храма подчеркивал его контраст с окружающей природой. Он стоял среди зеленых равнин и холмов, отражаясь в лучах солнца, словно сияющий маяк человеческой мысли и веры. Прекрасная архитектура, гармония пропорций, красота скульптур и резьбы создавали впечатление, что сам храм был живым, дышащим существом, объединяющим землю и небо, человека и богов. История храма Артемиды полна драматических событий. Он был разрушен и восстановлен несколько раз, пережил пожары и нашествия, и каждая его реконструкция усиливала величие и художественную ценность. Благодаря этому храм оставался центром поклонения и культурной жизни на протяжении многих веков. Даже в руинах его грандиозность продолжает впечатлять,
а память о нем живет в описаниях античных авторов и археологических находках. Храм символизировал не только религиозные ценности, но и человеческую способность создавать шедевры, которые переживают века. Он был доказательством того, что архитектура может стать не просто функциональным сооружением, но и произведением искусства, способным вдохновлять, поражать и объединять людей. Его пропорции, гармония линий и деталей создавали ощущение идеального мира, где красота и мудрость соединяются в едином ритме. Храм Артемиды также олицетворял культурное взаимодействие. В его строительстве и украшении участвовали мастера из разных городов и стран, что делало его символом обмена знаниями и опытом. Каждая колонна, каждая статуя, каждый рельеф были результатом коллективного труда, синтеза художественных и инженерных решений, объединенных целью создать пространство, достойное богини и людей, стремящихся к совершенству. Сегодня, хотя храм сохранился лишь частично, его величие и значение остаются непререкаемыми. Археологические раскопки позволяют представить размеры, красоту и сложность сооружения, его гармоничную архитектуру и богатую декоративную отделку. Храм Артемиды в Эфесе продолжает вдохновлять исследователей, художников и путешественников, демонстрируя, как человеческий гений может создавать чудеса, соединяющие духовное и материальное, природу и искусство, прошлое и будущее. Третье чудо света, храм Артемиды, остается символом гармонии, красоты и мастерства человеческого труда. Оно напоминает, что человек способен воздвигать сооружения, которые переживают века, объединяют поколения и вдохновляют на стремление к совершенству. Храм Артемиды в Эфесе – памятник архитектурной мудрости, духовной красоты и величия человеческого гения, который продолжает жить в памяти человечества и воображении тех, кто ищет величие и гармонию в истории. Четвертым чудом света был мавзолей в Галикарнасе, величественное и уникальное сооружение, возведенное в память о царе Мавсоле, правителе Карии, и его супруге Артемисии. Этот мавзолей, построенный в IV веке до нашей эры на побережье Эгейского моря, был не просто гробницей, но символом власти, любви и архитектурного гения. Его уникальное сочетание функциональности и эстетики превратило его в одно из самых известных чудес древнего мира, восхищавшее путешественников и историков всех эпох. Мавзолей был сооружением внушительных размеров. Его высота превышала 45 метров, а длина и ширина основания достигали более 30 метров. Здание представляло собой комбинацию массивной подставки, украшенной рельефами, и высоких колонн, поддерживающих крытую платформу с фигурной скульптурой на вершине. Архитектура мавзолея сочетала элементы греческого, египетского и лисийского стиля, что делало его уникальным произведением искусства, отражающим культурное разнообразие региона. Особое внимание привлекала декоративная отделка. По всем сторонам мавзолея располагались рельефы, изображавшие сцены из жизни Мавсола, его военные походы, церемонии и сцены повседневной жизни. Эти скульптурные панели были выполнены с высокой художественной точностью и глубиной, передавая эмоции, движения и характеры героев. Каждая фигура была живой, словно застыла в моменте действия, превращая каменные стены в повествование о величии и жизни человека. Колонны, окружавшие мавзолей, создавали ощущение гармонии и ритма. Они были идеально выстроены, поддерживая массивные плиты крыши и формируя архитектурное пространство, которое поражало своей пропорциональностью и эстетикой. Крыша была увенчана статуями, изображавшими колесницы, богов и мифологических существ, создавая ощущение, что мавзолей не только соединяет землю и небо, но и оживляет
мифологический мир. Мавзолей выполнял не только функцию гробницы, он был символом любви и преданности, поскольку возведен в честь царя Мавсола и его супруги Артемисии, которая после его смерти инициировала строительство. Его архитектура, декоративная отделка и художественное оформление создавали впечатление вечной памяти, способной сохранять величие личности и уважение потомков. Мавзолей стал примером того, как архитектура может выражать чувства и ценности, превращая камень в поэму о любви, власти и вечности. Особое значение имеет инженерная мысль, вложенная в сооружение. Постройка устойчиво стояла на протяжении веков, выдерживая землетрясения и штормы побережья. Комплексное использование колонн, массивных блоков и декоративных элементов создает впечатление неприходящей прочности и долговечности. Каждый архитектурный элемент был рассчитан на взаимодействие с другими, создавая гармоничное целое, где красота и функциональность объединены. История мавзолея в Галикарнасе полна драматизма. Со временем здание подвергалось разрушениям. Землетрясения, вторжения и годы забвения оставили от него лишь руины. Но даже в этих остатках чувствуется величие и мастерство, вложенное в его создание. Археологические исследования позволили восстановить представление о его размерах, архитектурных особенностях и декоративной отделке, демонстрируя, насколько грандиозным было это сооружение. Мавзолей вдохновлял архитекторов и художников на протяжении столетий. Его гармоничные пропорции, рельефные панели, колоннады и декоративные скульптуры стали эталоном для последующих поколений строителей. Он доказал, что архитектура может быть не только утилитарной, но и художественной, выражающей идеи, ценности и эмоции, объединяя материальное и духовное. Мавзолей в Галикарнасе был не просто памятником личности, но и символом человеческой способности создавать шедевры, которые переживают века. Его конструкция, художественные элементы и символизм воплощают стремление к вечности, гармонии и красоте. Каждая деталь, каждая скульптура и рельеф говорили о мощи человеческой мысли, о стремлении сохранить память о важных событиях и людях для будущих поколений. Сегодня мавзолей в Галикарнасе существует в воспоминаниях, исторических описаниях и археологических находках. Он продолжает вдохновлять исследователей, историков, архитекторов и всех, кто стремится понять величие древних цивилизаций. Даже в виде руин его масштабы, красота и символика остаются очевидными, напоминая о том, что человеческий гений способен создавать чудеса, которые переживают столетия и века. Четвертое чудо света, мавзолей в Галикарнасе, это памятник величию, любви и мастерства человеческого труда. Он напоминает о том, что человек способен превращать камень в произведение искусства, создавать архитектуру, которая объединяет пространство, красоту и память. Мавзолей стал символом гармонии, долговечности и вдохновения, живым свидетельством того, что настоящие чудеса не исчезают, а продолжают жить в истории, воображении и культуре человечества. Пятым чудом света был Колос Родоский. Грандиозная статуя, воздвигнутая на острове Родос в Греции в честь бога солнца Гелиоса. Это изваяние, поразительное своей величиной и символикой, стало воплощением силы, мужества и мастерства человеческих рук. Оно олицетворяло победу народа Родоса, который смог защитить свой остров от осады, и стремление человека оставить след в истории через величие искусства и инженерии. Статуя Колосса, по древним описаниям, достигала высоты около 33 метров, размеры, невиданные для того времени.
Она была построена из бронзы и железа, опираясь на массивный каменный фундамент, чтобы выдерживать вес собственного тела и силу ветра на побережье. Колосс Родосский был не просто статуей, но монументом, который поражал воображение своим масштабом и совершенством формы. Величие колосса заключалось не только в его размерах. Скульпторы и инженеры, работавшие над его созданием, сумели придать статуе удивительную гармонию пропорций. Фигура Гелиоса была изображена стоящей, с поднятой рукой, словно приветствующей море и гостей острова. Каждая деталь, от мускулов до черт лица, передавала силу, уверенность и спокойную величественность, присущую божеству. Строительство колосса стало настоящим инженерным подвигом. Для его возведения использовались тысячи металлических плит, бронзовые листы и каменные блоки, которые соединялись с помощью сложных конструкций и подъемных механизмов. Архитекторы учитывали не только вес и устойчивость, но и эстетические пропорции, создавая монумент, который должен был поражать не только масштабом, но и красотой. Колосс стоял у входа в гавань города Родоса, встречая корабли, пришедшие с разных морей. Его образ служил символом защиты острова, мощи и процветания города. Жители Родоса гордились своим творением, ведь оно напоминало о победе, о мужестве и единстве народа. Статуя стала воплощением идеалов эпохи — силы, красоты и вдохновения, доступного человеку благодаря труду и мастерству. Особое внимание уделялось деталям. Лицо колосса выражало спокойствие и величие, взгляд был устремлен вдаль, словно обозревая горизонт. Движение и поза передавали динамику и естественность, создавая впечатление, что статуя живая, готовая встретить ветер и солнце. Поднятая рука символизировала приветствие и защиту, а бронзовый блеск поверхности отражал солнечный свет, делая колосса видимым с большого расстояния. Колосс Родосский стал не только архитектурным и художественным шедевром, но и культурным символом. Он вдохновлял художников, поэтов и философов, был предметом восхищения для путешественников античного мира. Его образ передавал идею о том, что человек способен соединять материю, искусство и символику, создавая чудеса, которые влияют на сознание и воображение людей. Статуя простояла более 50 лет, прежде чем была разрушена землетрясением. Но даже в разрушенном виде колосс оставался символом величия, силы и творческого гения. Его руины продолжали привлекать внимание, а легенды о его масштабах и красоте передавались из поколения в поколение, вдохновляя новые поколения строителей и мастеров. Колосс Родосский напоминает о том, что истинное величие заключается не только в размерах, но и в идее, мастерстве и стремлении человека оставить след в истории. Он соединял инженерное искусство с художественной выразительностью, символизировал победу, силу и свободу. Для современного мира колосс остается примером того, как человеческий гений способен создавать произведения, которые восхищают веками и вдохновляют поколения. Пятое чудо света, колосс Родосский, — это памятник мужества, красоты и мастерства. Оно напоминает, что человек способен создавать величие, которое переживает разрушение века и столетия, оставаясь символом силы духа и стремления к совершенству. Статуя Гелиоса продолжает жить в памяти человечества как символ того, что чудеса рождаются там, где соединяются талант, труд и стремление к вечному. Колосс Родосский, величественный и непобедимый, оставил свой след в истории не только через бронзу и камень,
но и через идеи, которые он олицетворял. Он был мостом между человеком и его мечтой, между реальностью и символом, показывая, что архитектура и искусство способны увековечить величие человеческой мысли и стремление к совершенству. Даже сегодня, когда статуя существует лишь в описаниях и реконструкциях, ее влияние ощущается в культуре, истории и воображении людей, стремящихся к созданию собственного величия и красоты. Шестым чудом света был маяк Александрийский, грандиозное сооружение, воздвигнутое на острове Фарос вблизи города Александрии в Египте. Этот маяк, построенный в III веке до нашей эры, стал символом человеческого стремления к знанию, мастерству и безопасности на море. Он соединял инженерную мысль, архитектурное совершенство и художественную выразительность, являясь одновременно ориентиром, защитой и произведением искусства, поражавшим воображение людей всего древнего мира. Маяк Александрийский был невероятно величественным сооружением. Его высота, по разным источникам, достигала от 120 до 150 метров. Это делало его одним из самых высоких сооружений античности. Он возвышался над морем. Его белые каменные стены отражали солнечный свет днем, а ночью вершина сияла огнем, указывая путь кораблям и защищая город от опасностей. Маяк был не просто навигационным сооружением. Он стал символом величия Александрии, процветания города и могущества цивилизации, способной возводить чудеса. Структура маяка была продумана до мельчайших деталей. Он представлял собой трехярусное сооружение, квадратное основание, средний восьмиугольный ярус и цилиндрический верх, увенчанный статуей бога Солнца или Посейдона. Каждое звено имело архитектурное и инженерное значение. Основание обеспечивало устойчивость, средний ярус создавал эффект гармонии пропорций, а цилиндрический верх служил для установки светильника. Внутри сооружения располагалась спиральная лестница, позволяющая подниматься к вершине и поддерживать огонь, что демонстрировало продуманность конструкции и практическое мастерство инженеров. Особое внимание уделялось освещению. На вершине маяка находился огромный котел, в котором поддерживался постоянный огонь. Солнечные отражатели и полированные металлы усиливали свет, делая его видимым на многие километры. Это не только обеспечивало безопасность мореплавателей, но и создавало впечатление магического сияния, словно сам маяк был живым и направлял путников сквозь ночное море. Архитектурная отделка маяка поражала своей красотой. Каменные блоки были тщательно обработаны, фасады украшены рельефами, скульптурами и декоративными элементами. Каждая деталь создавалась с учетом гармонии пропорций и визуального восприятия. Сооружение казалось легким и воздушным, несмотря на колоссальные размеры. Линии и формы сооружения подчеркивали его величие и динамику, создавая впечатление, что маяк не просто стоит на земле, но взмывает в небо. Маяк Александрийский служил не только навигационной функцией. Он был символом прогресса, науки и культуры, олицетворяя мастерство древних инженеров и архитекторов. Люди, приходившие в Александрию, видели в его образе могущество города, уверенность в безопасности и красоту человеческого труда. Он стал эталоном для строительства маяков во всем Средиземноморье, образцом инженерного и художественного гения. Строительство маяка потребовало скоординированного труда множества мастеров, каменотесов, архитекторов, инженеров и скульпторов. Каждый блок, каждая деталь поднимались и устанавливались с точностью и мастерством, недоступными многим современным проектам. Использование массивных каменных плит,
железных креплений и сложной инженерной системы показывала высоту знаний и навыков, накопленных в древнем мире. Со временем маяк выдерживал землетрясения, штормы и набеги, но все же в конечном итоге был разрушен природными катаклизмами. Тем не менее, его образ и легенда пережили века. Он вдохновлял художников, поэтов и архитекторов, становясь символом того, что человеческий гений способен соединять практическую пользу, эстетическую красоту и духовное значение в одном произведении. Маяк Александрийский стал символом прогресса, мастерства и вдохновения. Он олицетворял стремление человека к порядку и безопасности, к красоте и гармонии. Каждый камень, каждая колонна и каждый рельеф рассказывали о культуре, знаниях и смелости древнего мира, демонстрируя, что настоящие чудеса рождаются там, где талант, труд и воображение объединяются воедино. Шестое чудо света, маяк Александрийский, это памятник человеческой изобретательности, инженерного мастерства и стремления к вечному. Оно напоминает о том, что человек способен создавать сооружения, которые не только служат людям, но и вдохновляют их веками, объединяя материальное и духовное, практическое и эстетическое, реальность и мечту. Маяк продолжает жить в памяти человечества как символ света, пути и величия человеческого гения. Седьмым чудом света была статуя Зевса в Олимпии, величественное и грандиозное произведение искусства, созданное великим скульптором Фидием в V веке до нашей эры. Это было не просто изображение бога-громовержца, покровителя Олимпийских игр и греческого пантеона, но символ силы, мудрости и гармонии, соединяющий мастерство человека с духовной мощью божества. Статуя, расположенная внутри храма Олимпии, являлась центром культовой, художественной и культурной жизни древней Эллады, поражая каждого, кто входил в священное пространство. Зевс был изображен сидящим на троне, облаченным в хитон, украшенный золотом и слоновой костью, материалами, придававшими фигуре величественный и живой вид. Лицо Бога выражало мудрость, спокойствие и власть. Взгляд устремлен прямо перед собой, словно обнимая весь Олимпийский стадион, наблюдая за играми и жертвоприношениями. Его руки держали атрибуты силы: скипетр, символ власти и порядка, в другой руке фигуру Ники, богини победы, которая олицетворяла триумф и благословение Зевса. Каждая деталь статуи, от мускулов до складок хитона, была выполнена с идеальной точностью, создавая впечатление гармонии и динамики, словно сам Бог готов был ожить и сесть на трон в храме. Материалы, использованные Фидием, поражали своим мастерством. Дерево служило каркасом статуи, золотые пластины и слоновая кость придавали фигуре сияние и реалистичность. Золото отражало свет, делая статую видимой издалека и придавая ей почти божественное сияние. Слоновая кость использовалась для выделения кожи, создавая контраст с тканью и декоративными элементами. Даже спустя века описания античных историков позволяют представить, насколько впечатляющей была фигура в реальности, сияя величием и гармонией. Храм, в котором находилась статуя, был продуман до мельчайших деталей. Высокие колонны, просторные залы и тщательное освещение создавали ощущение свободы и величия, позволяя зрителю чувствовать себя частью священного пространства. Свет, падающий через окна, играл на золотых и слоновых поверхностях, усиливая эффект присутствия Бога и создавая впечатление динамики и движения, несмотря на неподвижность камня и дерева. Внутреннее убранство храма подчеркивало величие статуи. Стены украшались рельефами, изображавшими
подвиги Зевса, мифологические сцены и истории о богах и героях. Статуя Зевса символизировала не только могущество бога, но и духовные ценности древних греков. Она воплощала идеал красоты, гармонии и справедливости. Каждый посетитель храма ощущал себя частью Вселенной, где человек и Бог находятся в согласии, где величие природы и духа отражается в творениях человеческих рук. Это произведение искусства служило не только объектом поклонения, но и источником вдохновения для всех, кто стремился к доблести, силе и гармонии. Фидий вложил в работу не только знания об анатомии и пропорциях, но и глубокое понимание духовного значения изображения божественного. Каждая складка одежды, каждая черта лица, каждая поза рук имела смысл. Скипетр — это власть, Ника, победа, взгляд Зевса, внимание и забота о людях. Даже его трон был украшен резьбой и рельефами, изображающими сцены мифологии, символизируя мудрость, власть и гармонию. Создание статуи требовало выдающегося мастерства и координации. Множество ремесленников работали над каркасом, золочением и резьбой, а инженерная мысль позволяла выдерживать вес материалов и сохранять пропорции на огромной высоте более 12 метров. Каждый элемент был рассчитан, чтобы статуя стояла устойчиво и одновременно производила впечатление легкости и живости. Статуя Зевса служила центром Олимпийских игр и религиозных церемоний. Здесь собирались жители и гости со всей Эллады, чтобы участвовать в праздниках, спортивных соревнованиях и ритуалах. Присутствие великого бога вселяло трепет и вдохновение, подчеркивая духовную значимость игр и ценность человеческих усилий. Атмосфера храма сочетала торжественность, мистику и восхищение, делая каждое событие незабываемым. Со временем храм и статуя подверглись разрушениям. Землетрясения, пожары и набеги оставили от них лишь воспоминания и описания. Но память о величии и красоте статуи жива в письменных источниках, археологических находках и воображении людей. Даже разрушенная статуя сохраняет символическое значение. Она олицетворяет гармонию, мастерство и силу человеческого духа. Статуя Зевса напоминает, что величие заключается не только в материальных размерах или блеске золота, но и в идеях, которые она несет. Это произведение искусства показывает, как человек может соединять инженерную мысль, художественное мастерство и духовное содержание, создавая чудо, способное пережить века. Каждый камень, каждая деталь и каждый символ статуи воплощают стремление к вечному, идеальному и гармоничному. Статуя Зевса в Олимпии — это памятник высшим идеалам древнего мира — красоте, силе, гармонии и мудрости. Она вдохновляла и продолжает вдохновлять поколения на создание величественных произведений искусства, на поиск гармонии между материальным и духовным, на стремление к совершенству. Каждое описание, каждый рисунок, каждая реконструкция передают величие фигуры, ее силу и духовное присутствие. Седьмое чудо света завершает цикл 7 великих памятников, оставленных древним миром. Статуя Зевса в Олимпии символизирует способность человека создавать нечто вечное, объединяющее искусство, инженерное мастерство и духовность. Она напоминает нам, что истинные чудеса рождаются там, где талант, труд и воображение соединяются, создавая произведение, которое живет веками, вдохновляет и учит видеть величие в гармонии, красоте и силе человеческого духа. Спасибо вам, что были со мной в этом путешествии сквозь эпохи и легенды. Сегодня мы прикоснулись к тайнам 7 чудес света творений, что пережили века, оставив в памяти человечества след величия и мечты.
Пусть образы древних храмов, садов, статуй и маяков мягко растворяются в тишине вашей комнаты, словно теплый ветер далекого прошлого. Пусть сегодняшний вечер станет спокойным, а сон глубоким и добрым. Я желаю вам мягкой ночи, тихих мыслей и светлых сновидений. До новых встреч там, где история шепчет, а мир становится чуть волшебнее. Спокойной ночи!